Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я выполняю запрос одного своего подписчика и рассказываю о русской семье. Когда я говорю «русский», я имею в виду людей постсоветского пространства, то есть все бывшие страны СССР. Так как я не русская, я живу в Беларуси. Но русские украинцы и белорусы очень похожи по менталитету. И я думаю, что другие люди из других стран бывшего СССР также очень похожи. Конечно, не столь, как русские украинцы и белорусы, но все-таки какие-то общие черты есть. Когда я высказываю свое мнение и делюсь какими-то своими мыслями, не забывайте, что это мое личное, субъективное мнение, которое может не совпадать с мнением других людей. Итак, о русской семье. Я думаю, что вы знаете, что для русских людей семья очень важна. Очень важна семья для русской девушки, женщины. То есть на первое место она будет ставить свою семью, а не свою карьеру. Поэтому если ей придется выбирать между своим мужем и детьми и карьерой, она выберет первое. Связи семейные очень сильны. В одном из своих видео, которое называется «Друзья», я уже рассказывала о том, что очень сильна связь между членами семьи, вплоть до того, что очень сильна дружба между двоюродными братьями и сестрами. И когда в семье происходит свадьба, то, конечно, приглашают всех членов семьи, всех близких родственников, а также двоюродных сестер-братьев, тетю, дядю по линии отца и по линии матери. Чаще всего так. Конечно, иногда, когда в семье нет денег, то устраивают какие-то маленькие, можно сказать, закрытые свадьбы, где очень мало людей. Но если это шикарная свадьба, то, конечно, приглашают всех родственников и друзей. Зачастую свидетелями выбирают друзей, а уже крестными родителями для своих детей выбирают родственников. Почему? Это все-таки более серьезно, чем свадьба. Вы выбираете, можно сказать, второго родителя для своего ребенка. И так как сегодня это может быть твой друг, а завтра твой враг, поэтому надежнее выбрать кого-то из членов семьи. У нас даже если ругаются, то все равно через какое-то время мирятся с членами семьи, потому что очень сильна связь. Вас просто заставят помириться. Поэтому надежнее брать крестными кого-то из членов своей семьи. В моей семье это так. Я крестная мама у сына моей двоюродной сестры. И 2 раза в год я езжу к ним в гости и привожу подарки. Я езжу на день рождения ребенка и до Нового года или после Нового года. Я также приезжаю к ним в гости. Слава Богу, они живут недалеко от меня, в 2 часах на электричке. Но все-таки нужно собраться и съездить, выделить для этого какой-то особый день. Родственники стараются друг другу помогать. Почему стараются? Потому что все-таки сейчас немножко другое время и очень тяжелая жизнь. Не всегда мы можем помочь друг другу, но мы стараемся сделать это. Не всегда мы помогаем деньгами, я бы даже сказала, что очень редко мы помогаем деньгами. Конечно, мы можем давать друг другу в долг, но просто дарить деньги — это очень тяжело себе позволить. А оказать какую-то помощь, поддержку, да, это всегда так. И я смотрю, что в семьях других людей, не только в моей семье, то же самое. Я могу сказать, что в семье моей подруги очень сильные родственные связи. Она, можно сказать, лучшая подруга со своей заловкой, они лучшие подруги с женой ее брата. И, в принципе, когда у вас очень сильные родственные связи, когда ваши родственники живут очень близко рядом с вами,
то, в принципе, иметь еще каких-то друзей не всегда обязательно. Конечно, друзья — это немножко другое, они все-таки немножко больше вас понимают, но если вы растете вместе со своими сестрами и братьями, двоюродными сестрами и братьями, то, скорее всего, у вас будут какие-то одинаковые интересы, одинаковые хобби, и эти родственники спокойно, легко могут стать вашими друзьями. Мы с моей двоюродной сестрой все детство проводили лето у бабушки в деревне, ездили туда на выходные, мы очень много общались и были очень близки. Конечно, сейчас немножко мы отдалились, потому что мы живем в разных городах. Ну и у нас немного разные проблемы, потому что у нее семья, у нее ребенок, а у меня работа и хобби. Вот. И все-таки у нас с ней очень теплые отношения. С моим братом также у меня очень хорошие отношения, с моим родным братом. Он всегда придет мне на помощь. И я даже могу сказать, что первую фразу после «здравствуйте», которую он произносит, когда приезжает к нам в гости, он говорит, спрашивает, чем вам помочь, что вам нужно сделать, может быть, что-то починить в квартире. Вот. И я думаю, что у многих дела обстоят именно так. Я не знаю, как в других странах. Кстати, когда я жила во французской семье, я заметила, что у них немножечко это по-другому. Я не могу сказать, что они как-то очень далеки друг от друга, что они не приходят на помощь. У них стараются все-таки помочь детям стать самостоятельными, не кормить их до старости, как у нас очень часто бывает, что родители помогают детям. В Европе такого нет, и я считаю, что это хорошо, что все-таки взрослые люди должны сами брать ответственность на себя за свою жизнь и помогать своим родителям, а не родители старенькие, у которых нет денег, у которых маленькая пенсия, отдавать эти последние деньги своим детям. Это хорошо, когда они нам помогают, но всему есть предел. Все-таки должна быть какая-то мера, потому что некоторые люди считают, что родители им должны, обязаны содержать их, пока не умрут. То есть я считаю, что это слишком. Нужно понять, что родители нам должны до какого-то определенного момента, ну пускай там до 18 лет, пока вы не найдете, вот даже не до 18, максимум вот пускай до 22 лет, пока вы учитесь и не работаете. Но когда вы нашли работу, ну, я считаю, что человек должен как-то сам себя содержать и не рассчитывать на помощь родителей. В том смысле, что на какую-то материальную помощь, чтобы твои мама и папа отдавали тебе свои последние деньги. По-моему, это слишком. Но это мое личное мнение. Я знаю, что многие люди в нашей стране считают, что родители им должны. Это их право. Возможно, родители точно так же считают. Я не собираюсь влазить ни в чьи отношения. Я говорю, как дела обстоят в моей семье и в семьях моих друзей. Какой можно сделать вывод, что семьи у нас очень крепкие, очень дружные. Люди стараются прийти друг другу на помощь, общаются, очень часто встречаются, особенно если это какие-то семейные праздники, свадьбы, дни рождения, похороны. На похоронах можно увидеть людей, которых ты не видел очень долго, каких-то дальних родственников. Так же, как и на свадьбах. Если это какая-то грандиозная большая свадьба, то там тоже могут приглашать родственников очень дальних. Прям троюродных братьев и сестер и их родителей. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Ничего нового, я думаю, я вам не сказала, не открыла для вас каких-то новых горизонтов, потому что я думаю, вы в курсе, что у нас очень близкие отношения между родственниками. И я повторю, что для наших девушек семья очень важна. Очень важно выйти замуж,
родить ребенка или нескольких детей, заботиться о своем муже, о своих детях, и работа все-таки на втором месте, а то и там на третьем месте, и карьера. То есть для нас главное семья. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Понравилось вам? Если так, ставьте мне лайк. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что заходите на мой канал. Желаю всем отличного настроения и хорошего дня. Пока!